до, после, до. Я очень рад, что компания Adobe не сидит на попе ровно и улучшает свои продукты. Обновления бывают минорные, а бывают вот такие, что вот прям так и хочется зайти в Creative Cloud и установить бета Photoshop, что я вам настоятельно рекомендую. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня мы разбираем, что же такого крутого и экспериментального завезли в новый Photoshop. Поехали! Взгляните на эту фотографию и посмотрите на огромное количество деталей, которые здесь находятся. Обтравливать это все вручную не представляется возможным, но, допустим, у вас стоит такая задача вырезать это дерево и вставить на другую фотографию. Мне даже навскидку непонятно, как теоретически это все можно обтравливать. Здесь сложно создавать маски, поканальные маски тоже не прокатят. В целом работы на много часов. На самом деле нет. Вы просто клацаете на галочку Remove Background, которая появилась в бета-фотошопе. Эта фотография отправляется в облако. В облаке она все через нейроночки прогоняется, и бэкграунд удаляется. Сейчас все происходит в режиме реального времени. Я не делаю склейки. Вот сколько проходит. В облаке это обрабатывается, наверное, сколько секунд? 15-20. Давай, я надеюсь, это даже будет чуть-чуть побыстрее. Опа, готово. Посмотрите на качество маски. Офигеть. Здесь прям даже каждая иголочка отчетливо видна. Опять же, повторюсь, вручную обтравить это практически нереально. Я могу скопировать этот слой и вставить, допустим, на вот эту фотографию. Экспозицию этого слоя можно немножечко снизить через обтравочную маску. Готово. До, после. Как вы знаете, обтравка объектов в Photoshop может происходить несколькими способами, их на самом деле очень много. Можно нажать клавишу V, выбрав инструмент Object Selection Tool, выделять квадратным прямоугольным выделением, потом он автоматически подберет внутренний объект, либо он уже автоматически в пурпурной окантовке будет выделять нужные вам объекты, небо, бэкграунд и сам объект. Можно выбрать клавишу Select Subject и выбрать реализацию обтравки либо в облаке, либо на самом устройстве. И качество всегда будет достаточно сильно отличаться. Если я сейчас выберу Device и нажму на Select Subject, обтравка произойдет достаточно быстро, но просто посмотрите на качество этой обтравки. У нашего страуса, который изображен на очень сложном фоне, он абсолютно однородный, равномерный, с шеей, с перьями, цвета очень похожи. И на самом деле обтравить этот объект, достаточно сложно. И в результате мы получаем просто ужасную маску. Я создам копию слоя, пока этот слой скрою, удалю маску, и теперь Select Subject я буду выполнять в облаке. Нажимаю на Select Subject и жду. Фотография отправляется опять же в облако, там обрабатывается, и в результате мы получаем такой результат. Просто посмотрите. Он отделил фотографию от тени, он проработал шею, проработал все волоски и сделал это все достаточно качественно. Что самое интересное, в отличие от обтравки на самом устройстве, обтравка происходит не только по касательной самого объекта, но и может заходить во внутренние области. Например, вот здесь у нас тоже появляется небольшая замаскированная область. Я думаю, все каталожные фотографы будут просто в восторге, если вы когда-либо снимали предметку, у вас было достаточно большое количество подобных сценариев, когда объект вроде бы однородный по цветам, вроде бы не такой сложный по геометрии, расположенный на абсолютно равномерном фоне, но обтравить его практически нереально. Опять же, если мы возьмем Select Subject через Device, обтравка произойдет по контуру, по касательной, но опять же, все внутренние области будут не заполнены. И опять же, придется придумывать иные хитрости с масками. К примеру, можно пойти в каналы, открыть красный канал и из этого канала выцепить черно-белую маску. Но опять же, согласитесь, на это нужно тратить очень много времени. Это точно не 15 секунд. Сейчас, когда мы используем обтравку через облако, одно нажатие, 15 секунд, и мы получаем просто идеальнейшую маску. Кстати, сейчас это произошло за 4-5 секунд. Создаем маску, можно кинуть на фон какой-нибудь цвет, допустим, нейтрально-серый, и вот такой результат мы видим. Чтобы сейчас нас не отвлекали синие оттенки, рефлексы, которые присутствуют на этом объекте, я создам Hue Saturation слой, применю обтравочную маску, выберу все холодные оттенки и снижу их насыщенность. В таком виде картинка выглядит уже намного более реальной. Можно немножечко подзаморочиться, создать пустой слой, кинуть его на фон, взять градиент
и протянуть, к примеру, такой вариант перехода из светлого в темный. И в результате у нас даже получается симпатичный арт. Обратите внимание, что до этого мы удаляли бэкграунд с помощью клавиши Select Subject, и тем самым лишались кое-какой интересной последовательности нажатий кнопок. В таскбаре у нас имеется клавиша Remove Background. Если вы нажмете на нее, Photoshop автоматически проанализирует картинку в облаке, создаст маску, но при этом также в таскбаре у нас появятся две дополнительные клавиши Generate Background и Import Background. Мы можем импортировать сюда какую-либо картинку, либо с нуля ее полностью сгенерировать. Photoshop автоматически создает бэкграунд слой, где и появляется наша генерация. Еще один интересный пример с кораблем, курсирующим через Босфор на фоне Стамбула. Огромное количество деталей, даже мне сложно распознать, где у нас заканчивается корабль, а где начинается бэкграунд. Разумеется, если мы возьмем обычный девайс Select Subject, он выделит просто огромное количество ненужных элементов, куда будет входить и город на заднем плане. Продублирую слой, пока скрою бэкграунд, удалю маску и попробую заново выполнить обтравку через Remove Background. Даем Photoshop время подумать. Буф, пожалуйста. Конечно, делает он это не супер идеально, есть где-то косяки. Косяки проявляются вот в таких размазанных границах. Здесь он немножко отрезал флаг, но все же для общего масштаба и для общей сложности картинки такая обтравка может сохранить вам целые часы более детальной обрисовки объектов. Еще один пример. Лебедь в Хальштате, гуляющий по водичке. Вот так происходит обтравка через удаление бэкграунда в облаке. И вот так это сделал обычный Select Subject. Select Subject отрезал лапки, добавил еще на заднем плане какой-то ненужный элемент, а обтравка в облаке создала достаточно точный контур. Если присмотреться, этот контур настолько тонкий, что в некоторых участках он достигает диаметра в пару пикселей. Это очень точное значение для многомегапиксельных изображений. А теперь вспомните любую ситуацию с композингом, когда вам нужно было вырезать персонажей, вставлять на отдельный задний план, и опять же, это была всегда головная боль, особенно если у вас достаточно сложный свет в сцене. В этой фотографии я использовал разные источники света, фиолетовый фронтальный, контровой, как видно на в главных героях имеются разноцветные блики, и обтравка на девайсе дает просто невероятно ужасный результат. Где-то это отрезанные части лица, отрезанные руки. В теневых участках фотошопа вообще сложно понять, как прорисовывать контур, поэтому получается такая белиберда. Но просто посмотрите на этот вариант. Опять же, до, после, до, после. Обтравка происходит куда более качественно. У нас и появляются более ровные контуры. Даже в сложных ситуациях с абсолютно непонятным светом в сцене обтравка становится более мягкой, более градиентной. И даже в тех участках, где деталей вообще практически не видно, в этих теневых, маска становится более мягкой. Конечно, это не идеальный результат, но если просто сравнить с тем, что мы имели до этого, явно алгоритмы обтравки шагнули на голову вперед. С простыми сюжетами все работает просто идеально. Одно нажатие, и вы получаете идеальнейшую маску с очень хорошей вариативностью радиуса обтравки. Что я имею в виду? Если объект у нас находится в фокусе, к примеру, ухо кошечки, ее усики, то они будут обтравливаться очень жесткой и резкой маской. Остальные объекты, к примеру, лапки, шерсть, уходящая в расфокус, вне зависимости, на темном фоне она находится, либо на светлом синем, обтравка будет происходить уже более мягко. И здесь, в этих участках, будут появляться градиенты, подобные боке. Просто посмотрите, как он волосики вырезал. До, после, до, после. Теперь обтравка модели происходит куда более точно. И даже вот в таких сложных ситуациях, когда объекты практически неразличимы, когда они практически сливаются с бэкграундом в фон, в любом случае обтравка происходит достаточно грамотно. Давайте ради эксперимента посмотрим, как бы это сделал девайс Select Subject. Ну, как видите, у нас здесь и наушники отрезаны, и волосы поплыли. Явно обновленный Remove Tool лучше. Это оригинальный кадр.
Так сработал Remove Background. Просто посмотрите на качество прорисовки волос. Он даже понял контур модели и не стал его удалять, даже при присутствии фрейминга в виде вот этих цветочков. Опять же, если это все делать через удаление бэкграунда на самом устройстве, то Photoshop удалит у нас еще и части тела. У нового алгоритма удаления бэкграунда я нашел и масенький косяк, так как он отправляет фотографию в облако. Скорее всего, он отправляет не сам full size, а первоначально обтравливает модель, определяет ее жесткие границы, и вот уже в таком виде на сервере происходит более точная обтравка. В результате у нас, вот видите, сверху появился такой небольшой срез. В классической версии обтравки такого артефакта нет. Но в любом случае, я думаю, этим отсечением можно пренебречь в угоду общего качества. Вот такая вот ситуация творится с новым обновлением. Это, конечно, крышесносно, я по-другому никак не могу назвать. Обновление полезное, обновление уже сейчас нужно интегрировать в основную рабочую версию Photoshop. Бета-версия не лишена багов, они присутствуют. Во время работы я уже словил несколько. К примеру, если вы откроете фотографию и просто 3 раза нажмете на клавишу Remove Background, то он запустит 3 раза подряд этот экшен, и в результате вылезет ошибка. Сразу можно нажимать на Cancel. Если, кстати, нажмете ОК, смотрите, я 2 раза нажимаю на Remove Background, он 2 раза запускает, отправляет эту фотографию на сервер, у него возникает ошибка, и если сейчас вы нажмете на ОК, то удаление бэкграунда произойдет, но смотрите, у нас не будет маски. То есть в миниатюре у нас бэкграунд показывается, маски нет. Ну а здесь, соответственно, у нас вырезанное изображение. Конечно же, это баг. В стабильной версии такого быть просто не может, поэтому сейчас они немножечко обкатают ее в бета-версии, пофиксят эти косяки, и все будет работать. Очень жду это обновление в стабильной версии. Напиши в комментарии, что думаешь об этом обновлении и вообще, какие обновления бы ты хотел увидеть в Photoshop, потому что здесь множество инструментов, которым 100 лет в обед. К примеру, весь модуль Lens Correction, который я действительно очень хочу, чтобы обновили. Здесь есть потрясающие, очень интересные функции, которые, ну, конечно, требуют своего обновления. К примеру, те же самые хроматические аберрации. И вот по таким инструментам, наверное, я тоже в будущем запишу ролик. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ну и увидимся. Пока.